Приветствую тебя, дорогой подписчик! Приглашаю тебя в прекрасное космическое путешествие. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и пиши в комментариях, что именно тебе понравилось и какие тематики ты бы хотел видеть в видео. Желаю увлекательного путешествия в космос. В течение всей истории человечества Вселенная всегда привлекала лучшие умы. Она манила астрономов и ученых своими тайными пространствами, загадочными объектами и неведомыми законами физики. Научные открытия делают космические путешествия все более авантюрными, открывая возможности, о которых раньше можно было лишь мечтать. Одним из таких открытий стала карликовая планета Маки-Маки, чье расположение и значение в контексте других карликовых планет привлекают внимание исследователей. Маки-Маки — это карликовая планета, расположенная в поясе Койпера, который находится за орбитой Нептуна. Это уникальное место является домом для множества небесных тел, но не все из них имеют такой же статус и значимость, как Маки-Маки. Являясь вторым по яркости объектом в этом поясе, Маки-Маки можно наблюдать с Земли невооруженным глазом в условиях темного неба. Однако она не была обнаружена до 2005 года, когда ее открытие стало важным событием в астрономии. Открытие Маки-Маки привело к изменению классификации планет в нашей Солнечной системе. Официально признанная карликовой планетой, она понизила статус Плутона, который на протяжении долгого времени считался 9-й планетой. Название Маки-Маки связано с богом плодородия Рапануи, что также подчеркивает культурное значение этого объекта. Эта связь с мифологией придает карликовой планете не только астрономическую, но и культурную значимость, создавая мост между древними верованиями и современными научными открытиями. История открытия Маки-Маки началась 31 марта 2005 года, когда команда Паломарской обсерватории во главе с Майклом Брауном произвела наблюдения, выявившие этот небесный объект. Браун, экспериментируя с новыми методами поиска, смог привлечь внимание к планетам, которые до этого момента оставались незамеченными. Важно отметить, что сложные орбитальные характеристики планеты, высокий наклон орбиты и удаленность от эклиптики значительно усложняли ее обнаружение, что делает открытие еще более впечатляющим. Официальное объявление об открытии было сделано лишь 29 июля 2005 года. Этот стенд для открытий демонстрирует то, насколько труден и ответственен труд астрономов, исследующих глубокий космос. Долгие часы наблюдений в телескоп, анализ данных и кирпичики теорий положены в основу, чтобы объяснить то, что было ранее недоступно нашему пониманию. Маки-Маки движется по орбите, максимальная удаленность от Солнца которой составляет 52,5 астрономических единицы, а минимальная — 38,5 астрономических единиц. Эта орбита напоминает орбиту другой карликовой планеты — Хаумеа, с наклоном 29 градусов и умеренным эксцентриситетом. Полный оборот вокруг Солнца занимает около 3 человеческих жизней, что подчеркивает, насколько медленно движется этот объект по своему небесному пути. Важно отметить, что близость к эклиптике делает Маки-Маки интересной для будущих исследований. Астрономы продолжают работать над созданием более мощных телескопов и методов наблюдения, которые смогут углубить наши знания о таких удаленных объектах. Что касается состава поверхности Маки-Маки, спектральный анализ показал наличие метана и других органических веществ, что дает надежду на перспективы дальнейших исследований этой планеты. Красный цвет поверхности говорит о наличии таллина, а азотный лед, хоть и присутствует, демонстрирует истощение запасов, что может говорить о динамике кислотной среды планеты. На поверхности Маки-Маки есть темные пятна, которые, возможно, связаны с различными органическими материалами.
Исследования показывают, что относительное соотношение льдов метана и азота остается стабильным, что дает дополнительные подсказки о процессах, происходящих на поверхности планеты. Эти темные пятна могли бы быть потенциальным местом для исследования богатых органических материалов, анализ которых может дать ключи к разгадке химических процессов, выполняемых на поверхности планеты. Исследование с помощью телескопа Галилео подтвердило однородность поверхности, предлагая более глубокое понимание ее структуры. Впрочем, нога астронома и ученого, шагнувшую в неизведанные сферы, стоит на краю бездны новых открытий. Спутник Маки-Маки, известный как МК-2, добавляет интересный элемент к исследованию этой карликовой планеты. С его радиусом около 80 километров и удаленностью в 13 тысячах милях от основного тела, МК-2 предоставляет возможность лучше понять гравитационные взаимодействия и динамику системы. Однако его гравитация слишком слаба, чтобы удерживать отражающие льды, что ставит перед учеными новые вопросы о формировании спутников вокруг карликовых планет. Хотя знание о Маки-Маки растет, возможности ее дальнейшего изучения ограничены из-за значительной удаленности от Земли. Определение ее характеристик и составов требует использования мощных телескопов и современного оборудования, что создает дополнительные вызовы для астрономов. Однако технологии не стоят на месте, и каждое новое открытие открывает перед исследователями широкие горизонты. До сих пор наше понимание космоса и его объектов остается фрагментарным. При использовании автоматических космических аппаратов, такие как New Horizons, можно получить бесценную информацию о таких удаленных объектах, как Маки-Маки. Тем не менее, ожидания от таких миссий часто оправданы не полностью, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований. Научные размышления о карликовых планетах на фоне изучения квантовой механики ставят перед нами вопросы о восприятии Вселенной. Зрение основывается на движении фотонов света, которые отражаются от поверхностей и поглощаются рецепторами сетчатки. Однако что произойдет, если время остановится? В таком случае движение фотонов прекращается, что делает невозможным считывание отражений. Мы начинаем осознавать важность времени в нашем мире. Но остановка времени также налагает другие последствия. При прекращении движения воздуха и молекул у нас прекращается дыхание, метаболизм останавливается и сердце перестает биться. Даже если предположить, что метаболизм продолжает работать, люди не смогут эффективно дышать и осуществлять другие жизненно важные процессы. Это делает остановку времени не столь желаемой, как может показаться на первый взгляд. Управление временем — это более сложный вопрос, чем может показаться. В кино часто показывают мгновенные остановки времени, но в реальности метаболизм продолжает работу, и, следовательно, человек будет стареть быстрее окружающих. Лучше всего управлять временем в повседневные действия, что заставляет нас обратить внимание на свое отношение к жизни и на то, как мы можем улучшить свои достижения на Земле. Квантовый скачок представляет собой мгновенный переход квантовой системы с одного энергетического уровня на другой. Нильс Бор выдвинул гипотезу о движении электронов в атомах по строго заданным орбитам. Исследования Вернера Гейзенберга и Эрвина Шрёдингера предложили копенгагенскую интерпретацию, которая показывает, что переходы происходят случайно. Интересно, что Шрёдингер сам считал квантовые скачки несоответствующими классической физике, сравнивая их с неуклонными теоретическими предположениями эпициклов. Несмотря на все сомнения, экспериментальные доказательства, такие как исследования 1986 года, подтвердили существование квантовых скачков. Ученые смогли зафиксировать, как электроны поглощают и испускают фотон, переходя между уровнями. Эти эксперименты выявили, что скачки происходят в случайные моменты времени, что подтверждает гипотезы Бора.
Это открытие поспособствовало новым вопросам об истинной природе квантового мира. С современными технологиями ученые могут не только наблюдать за индивидуальными квантовыми скачками, но и отслеживать их прогресс. Один из таких экспериментов с искусственным атомом, имевшим 3 энергетических уровня, показал, что переходы между состояниями были непрерывными и происходили за микросекунды. Ожидая дальнейшего изучения квантовых переходов, ученые почему-то считают их случайными и непредсказуемыми. Это ведет к интригующим концепциям, которые пересекают границы между физикой и философией. Такие идеи вызывают у нас вопросы о том, что мы на самом деле знаем о материальном мире и о том, как ведут себя элементарные частицы, влияя на массы и структуры, которые мы можем видеть. Таким образом, изучение карликовых планет, таких как Маки-Маки, неотделимо связано с пониманием более широких космических явлений, включая квантовые механические процессы. Мы находимся на пороге нового понимания природы квантовых скачков и их эффектов. Научные исследования показывают, что время и пространство не так однозначны, как мы привыкли считать. С каждым новым открытием мы приоткрываем занавес над тайнами, которые долгое время оставались сокрытыми. Вселенная продолжает вдохновлять ученых, и новые знатоки уходят в глубины космоса, стремясь найти ответы на вечные вопросы о нашем существовании.